Всем привет! Я снова записываю видеообзор. Вот это очередной заказ. Заказ на выжигатель молний. Ну, человек решил приобрести себе вот такой вот набор для выжигания молний, то есть инструкция подробная по выжиганию, да, вот. Как правильно выжигать, полный набор для выжигания, вот. Сам выжигатель идет уже в подарок. Вот, он не продается. Заказчик у нас это Виталий с города Покров. Вот, сейчас заодно проведу видеообзор. Вот, и заодно для Виталия проведу его демонстрацию его прибора. Вот, с его набором для выжигания. Что входит в набор? Вначале давайте расскажу, что входит, да. Да, это у нас версия 2, то есть изначально я делал уже видеообзор, у нас был видеообзор, я снимал, это был версия 1, да, сейчас я версия 2 сниму, вот, что расскажу, что обновилось у нас, что нового появилось в этом выжигателе, вот, и все подробнее расскажу, включим, покажем, как он все это работает, покажу, как он выжигает и как с ним нужно обращаться, расскажу. Так, что входит в набор? В комплект к этому выжигателю, да, идет набор. Вот, набор — это инструкция по выжиганию, да, подробная, с цветными иллюстрациями. Вот, рассказывает подробно, как нужно с ним обращаться и как выжигать. Также здесь идет это у нас паспорт выжигателя, вот, краткое руководство вот, по выжигателю молний. Также идет в комплекте. Так, идет у нас здесь шнур, провод для выжигания, разъем с крокодилами, который подсоединяется непосредственно к электродам на деревянной заготовке. Вот. Это шнур, провод для подключения 2000 вольт. Вот. Так, что у нас еще идет? Шнур, другой у нас шнур, это подключение 220, да, разъемом для получения 220. Ну, длина где-то 1,80 м примерно, 1,5 метра. Вот, и этот шнур тоже где-то 1,5 метра примерно. Вот здесь у него идет в комплекте также еще пульт проводной с кнопкой возвратной, без фиксации на разъеме. Тоже где-то примерно около 2 метров. Вот где-то так. Так, кнопка она возвратная, то есть вы нажали, выжигание пошло. Отпустили палец, выжигание прекратилось. Это для, так скажем, безопасности, да? Кнопка без фиксации. Вот. Далее в комплекте у нас идет уже щетка. После того, как вы же сделали узор молний, завершили выжигание, вот, можно уже будет очистить эту заготовку, то есть молнию от сажи, да, вот под водой, под струей воды, благодаря щеточке. Вот щетка в комплекте. Так, что у нас? Емкость для нанесения жидкости, да, где можно будет развести раствор соды. Вот, емкость. Также эту емкость потом можно будет закрыть, вот, и поставить до следующего выжигания. Вот уже с крышечкой. Да. Так, емкость это у нас уже идет с содой. Вот, также идет мерная ложка в комплекте для накладывания соды. Так, идет у нас кисточка для нанесения раствора на деревянную заготовку. Сама деревянная заготовка. Деревянная заготовка идет в комплекте, да, но она идет для пробы. Она идет небольшого размера. Можно будет потренироваться, попробовать первый раз. Вот, несколько раз попробовать, как он выжигает. Так, идет в комплекте у нас отвертка. Вот, для того, чтобы закручивать в деревянную заготовку саморезы длинные. Вот, но они, саморезы идут тоже в комплекте. Саморезы, они служат как электроды, да. То есть вкручиваем в деревянную заготовку отверткой. Вот два самореза идут в комплекте. Так, идут в комплекте также у нас здесь запасные предохранители. Вот, предохранители 3 штуки, и один уже стоит. Так, дальше у нас идет ватные диски в комплекте для выжигания. Здесь покажу потом, для чего они нужны. Вот, и плоский электрод. Вот такой вот металлический плоский оцинкованный электрод. Вот, он тоже покажу,
для чего нужен. Здесь тоже для выжигания он вот применяется с этими ватными дисками. И также у нас в комплекте наша визиточка. Так, ну и еще небольшой такой подарочек. Это вот тоже в комплекте идет. Ложим всем нашим заказчикам. Так, что у нас идет по самому аппарату? Так, у аппарата вес примерно 5 килограмм. Вес всего набора, да, с выжигателем где-то килограмм 6. Так, у аппарата имеется у выжигателя ручка сверху. Она складная, ну, для удобства хранения либо транспортировки. Вот, ручка складная, вот такой вариант. Так, что у нас по размеру? Так, размер у него, в ширину у него 12 сантиметров, в высоту 14 и в длину 21 сантиметр. Но это как бы не... На этой длине как бы мы не останавливаемся. Иногда бывает и разбег плюс-минус там 1 сантиметр. Так, что у него есть? Внизу есть ножки пластиковые. Так, на передней панели у выжигателя находится клавиша включения сеть. Так, находится у нас... Это у нас термометр, электротермометр, который показывает температуру обмоток трансформатора. Вот, то есть датчик стоит на обмотках. Нужно нам эти обмотки в лаке, нужно их беречь. Ну и чтобы не перегревались они свыше 70 градусов. Да? Вот. Стоит здесь защита. Ранее я ставил защиту на трансформатор до 95 градусов. То есть изначально даже ставил ее на железо трансформатора. Но мы знаем то, что вначале нагреваются обмотки, только потом уже железо. Вот. Железо очень массивное, поэтому я решил его поставить теперь на обмотку. На изоляции на обмотку, для того, чтобы он тепло снимался именно непосредственно с обмоток. Вот. Стоит датчик там и защита на перегрев. Поставил на обмотку теперь. И уменьшил защиту, да, поставил уже температуру меньше. То есть не 95, а где-то 70 градусов. Вот. Пускай будет меньше температура для того, чтобы сильно не перегревался он. Вот. Следите за показаниями. Вот, и не перегревайте его выше 70 градусов. Вот, как только подходит к 70, лучше остановиться, и пускай он немного остынет. Вот, выключать его клавишу не обязательно, потому что все выключится и вентилятор. Пускай лучше погоняет воздух и остынет. Вот, также на передней панели у нас располагается это гнездо под включение провода для выжигания с крокодилами, который подключается непосредственно к электродам деревянной заготовки. Да, забыл сказать то, что если вдруг отключится термостат, вот, сработает защита от перегрева, вы случайно проследили, да, и он отключился, он охлаждаться все равно будет. То есть вентилятор будет работать и термометр будет показывать. Но выжигать уже не сможете. То есть отключится питание трансформатора. Вот. И он включится, когда он остынет градусов на 15 примерно. И опять включится, можно будет выжигать. Так, что у нас по бокам? По бокам у нас располагаются вентиляционные отверстия, решетки для выхода теплого воздуха. Так, что у нас на задней стенке? На задней панели у нас шильдик с названием, да, и показаниями мощности. Так, сам кулер для охлаждения, принудительного вентилятор. Так, это сетевой разъем 220 вольт. Здесь у нас предохранитель плавкий находится. Можно его будет вытащить, нажав немного и повернув. Тогда он откроется. Так, и следующий разъем — это пульт. Пульт проводной. Он подключается вот именно этим разъемом, да, с кнопочкой пульт проводной. Да, с виду они похожи, и спереди, да, для выжигания 2000 вольт шнур, и на пульт. С виду они с виду похожи, эти разъемы, но в них немного по-другому стоят наши штырьки, да, для подключения, поэтому по-другому вы их никак не вставите. То есть там не даст в самом разъеме
одно отверстие заглушено, и по-любому никак вы его не вставите туда. Вот. То есть этот шнур вы сюда не вставите никак. Иначе, если бы он вставлялся, у вас могло бы стукнуть током или еще что-то. Вот поэтому здесь специально так сделано. Предусмотрели и сделали так. Так, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас его включим, проверим. Вот, покажу для Виталия, что он рабочий аппарат. Вот, и проверим заодно, покажу, как для остальных людей, кто нас будет смотреть на нашем канале, на YouTube-канале, в нашей группе, да, ВКонтакте основной. Вот. Покажу, как выжигать, да, то есть как применяется плоский электрод вот с этими ватными тампонами, да, ватными дисками. Вот, как выжигается с электродами, с обычными в виде саморезов, да. Вот как нужно правильно выжигать этим аппаратом и соблюдать технику безопасности. Так, сейчас мы его включим и будем проверять. Так, мы его подключили у нас к розетке 220 вольт. То есть, как включать в разъемы я показывать не буду. Это как бы все разбираются, как, куда воткнуть их. По-другому никак не воткнете. Вот. Включил также пульт проводной с кнопкой в разъем. Подготовил заранее, да? Вот. Включили сразу же разъем 2000 вольт. Подключили наши крокодильчики к электродам, к саморезам, заранее смоченным в растворе, да, с содой, разведенный вот таким вот образом. Вот, кисточкой смочили. Вот, и только после этого можно будет включить нашу кнопку сеть. Включаем. Кнопочка включилась, загорелась, да, лампочка у ней индикаторная загорелась, у нас включился, засветился, вернее, наш электротермометр, показывает 26,3 градуса. Вот, и пока мы не нажмем вот на эту кнопочку, выжигание не начнется. Так, отходим на безопасное расстояние, хотя бы не менее полуметра, да, отойти от проводов. Ни в коем случае не трогать провода 2000 вольт, которые подключены крокодилы во время выжигания, потому что у эта изоляция, она как бы считается для 2000 вольт, она маловатая, и человека может пробить через нее. Вот. Поэтому нежелательно подходить и трогать эти провода телом, дотрагиваться до них во время выжигания. Лучше отойти на безопасное расстояние. Это как бы ваша безопасность. Вот. Держим кнопочку, да, и нажимаем кнопку и начинаем наблюдать за выжиганием. То есть включился вентилятор, там уже слышно, как он работает. Все, нажимаем кнопку и наблюдаем за выжиганием. Как только дуга соединилась, сразу же отпускаем кнопочку и прекращается выжигание. Вот видим, что у нас получается. Вот такие у нас получаются деревья, и либо молнии. Вот. Для того, чтобы потом выглядели они красиво, так, я отключу для безопасности наилучший, конечно, наш кнопку сеть, на всякий случай. Не дай бог, там кто-то наступит на эту кнопку, нажмет, сама она упадет. Вот, лучше отключу, пускай будет отключена. Береженого Бог бережет. Так, и смотрим, что здесь у нас получилось. Для того, чтобы было лучше видно вот эти наши молнии, и вот нужна эта щеточка. Под водой, под струей воды можно в тазике или еще где-то вот, смыть в воде вот эту сажу. Вот, и получается там уже красивые узоры. Вот, потом уже это дело можно либо лаком покрыть, либо не покрывать, кто как хочет. Вот. Это выжигают кто где хочет, там выжигают, где-то кто-то на балясинах выжигает, кто-то рамочки для фотографий, кто-то для зеркал делает. Вот. Ну,
куда только можно его приспособить. Некоторые делают деревянные спилы круглые, да, и как часы делают из них, и вот такие выжигают молнии на них, на этих спилах. Тоже красиво получается. То есть у меня вот заказчики присылали фото, вот, делали они такие вот. Делают, вернее, спилы, вот, и делают из них часы, различные поделки, вот, эксклюзивные тоже продают их. Вот, хорошо тоже разбираются они. Вот. Так, сейчас продемонстрирую, для чего нужен у нас вот этот плоский электрод с ватными дисками, да. Так, для чего он нужен? То есть мы тут видим то, что молнии идут от одного электрода к другому, да, сходятся они вместе. И получается, как бы два дерева или две молнии бьют друг в друга. Вот, если вам хочется, чтобы молния росла только в одну сторону, а с другой стороны молнии не было, вот для этого и нужен вот этот плоский электрод. Так, сейчас мы его покажу, как его нужно использовать. Так, для этого смоченную, вернее, раствор, подготовленный заранее, смачиваем нашу деревянную заготовку. Да, и лучше, когда волокна расположены вот именно таким образом, то есть вдоль прохода этих вот молний, да. Когда будет поперек волокна, молнии будут идти плохо, то есть хуже будут идти. Они будут стремиться уходить влево, вправо, вот, плохо будут идти прямо. И получится там некрасивый рисунок. Вот. Ну, в любом случае нужно это пробовать. Как где получается. На каждом дереве получается по-разному. Вот. На фанере в основном делают тоже. Вот. Фанера очень легко пропитывается. Вот. И верхний слой хорошо прожигается. Также можно на досках пробовать, на досках, на любых породах дерева. То есть нужно это все экспериментальным путем. Так, затем мы смочили. Нужно нам ватный диск. Нам нужен ватный диск. Мы положим его в конец вот этой нашей деревянной заготовки, да? Вот, положим в самый конец, возьмем парочку, наверное. Вот, и смочим очень обильно эти ватные диски, смочим нашим раствором соды. Раствором соды. Нужно, чтобы они были пропитаны, прям чтобы вода в них стояла. Вот таким вот образом мы их пропитываем. Чем лучше они будут пропитаны, тем лучше будет проходить ток через этот плоский электрод в наше дерево. Затем мы ложим наш сверху электрод, чтобы электрод не касался металлической деревяшки. Затем подключаем к этому плоскому электроду наш крокодильчик. Крокодильчик тоже, чтобы дерево не касался, желательно. Вот таким вот образом. Вот так вот он будет лежать. Вот. А с другой стороны нам нужно будет вкрутить саморез. Так, включаем наш аппарат. Здесь вот я нашел заготовку немного пошире. Вот, и волокна у нас идут вдоль. Вот, поперек они идут хуже. Имейте в виду, когда будете выжигать, то что волокна желательно, чтобы молнии шли вдоль волокон. Вот, тогда молнии будут красивее. Так, нажимаем на кнопочку и отходим на безопасное расстояние и смотрим. Ну вот, мы видим то, что разряды в основном идут от смоченного диска, да, к электроду. Но от электрода тоже небольшие есть разряды, но они мелкие. Вот. И здесь уже в основном идут, вот именно видим от плоского электрода, да. Есть видео на ютубе, да, есть любители, которые выжигают вот именно этим аппаратами.
выжигатели молниями. Вот. И там представлено, как вот выжигает вот таким вот образом. Можно будет посмотреть эти видео и поучиться как следует. Вот. Здесь же я демонстрирую, что это, то есть возможно такое выжигание. И у этого выжигателя еще очень много, ну, то есть большое поле для творчества, да, можно так сказать. Этот вид выжигания, он еще очень новый, вот, и к нему нужно будет приспосабливаться и изучать, пробовать, да. Вот, кто-то, видите, кто-то уже пробовал таким образом делать, выжигать, и то есть есть такой вот способ выжигания, вот именно с плоским электродом, с мощными ватными дисками. Вот. Вместо вот этого электрода может быть что-то другое, можно каким-то образом подключать деревяшки. То есть это можно будет пробовать и испытывать, да. Видел также еще делают вот по кругу от этого диска, да, например, раскладывают смоченный кольцом вату, колечком смоченным раскладывают, вот, и от этого колечка, то есть молнии расходятся в разные стороны, как солнце, да, вот таким образом есть видео. Ну, все это дело есть на ютубе, можно посмотреть, это снимали другие, как бы сказать, на других каналах, да, вот, но эти каналы иностранные, вот, тоже люди снимают за границей, тоже выкладывают свои видео, вот, можно посмотреть и поучиться у них. Вот, ну, в принципе, я просто здесь продемонстрировал то, что такой способ тоже существует, вот, выжигание, то есть молнии в одну сторону. This one ride. Обязательно все получится, но обязательно не спешите, не торопитесь отключать, подходить сразу же, то есть эти провода трогать, да, переключать крокодильчики или еще что-то. Убедитесь, что кнопочка отключена, отжата, да, и лучше отключить еще и на самом аппарате, ну, на всякий случай. Вот. Можно, конечно, не отключать, но тогда держите ее в руках, не бросайте никуда, дабы вы сами на нее не наступили, пока вы возитесь с деревянной заготовкой. Вот. Держите ее в руке, вот. Или на видном месте куда-то положите ее, чтобы вы именно видели, вот, на аппарате, например. Вот таким образом. Все продемонстрировали. Аппарат рабочий. Я его пакую и отправляю вам в Италию, город Покров. Вот. Так, все мы его сейчас проверили, посмотрели, как он выжигает. Уже поняли, что аппарат это новинка, да, то есть буквально несколько лет этому аппарату, как его кто-то придумал, изобрел, да, вот как им выжигать при помощи 2000 вольт получали, чтобы молнии на дереве красивые, вот, и творчество, то есть за этим аппаратом, то есть можно думать еще, как можно с ним работать, да,
благодаря этому аппарату, как выжигать молнии, каким способом. Да? То есть очень много еще вариантов можно придумать. Только нужно будет включить свою голову и не торопиться, да, потому что аппарат очень опасный. Вот, аппараты я их не продаю, это если только человек попросит, и делаю их, ну, в подарок могу его дать, то есть этот аппарат. Если человек, то есть у меня покупает набор для выжигателя, этот аппарат могу ему дать, но опять же я не советую эти аппараты никому, не рекомендую. Каждый человек думает своей головой и рискует своей жизнью. То есть аппарат очень опасный. Нужно иметь в виду, что 2000 вольт это не 220, да? 220 вольт они опасные для жизни, а 2000 вольт это, ну, мгновенная смерть. Вот, поэтому хочу сказать то, что будьте аккуратны. Те, кто все-таки решился, кто-то сделать сам, кто-то где-то приобрел, да, кто-то кому-то дал попользоваться этот аппарат, будьте аккуратны. Вот. И еще раз говорю, я никому его не рекомендую и не советую, потому что аппарат очень мощный и опасный. Вот. Если только кто-то им пользуется, опять же, на свой страх и риск. Вот. И ну, есть, конечно, люди, которые пользуются этими аппаратами, как бы живы-здоровы, но опять же нужно следить за техникой безопасности. Вот. Кому понравился данный аппарат и этот набор к выжигателю, да, комплект, вот, ставьте лайк. Если не понравился, ставьте дизлайк. Также, кто может, то есть хочет приобрести себе такой комплект, аппарат могу я дать в подарок. Вот, звоните, пишите. Вот, номер будет здесь в видео прикреплен. Также все наши контакты и ссылки внизу в описании под видео. Вот, также мы делаем выжигатели струнные, да, профессиональные резаки с пирографом, то есть 2 в 1, 3 в 1. Ручки съемные у пирографа, которые выжигают, писать можно. То есть все делаем, любое пожелание нашего клиента, заказчика. Вот. Выжигатель духовой, вот, то есть выжигает при помощи горячего воздуха, да, вот там больше 800 градусов примерно выдувается горячий воздух, и можно выжигать. Получается тоже очень такая красивая дымка. Вот. Потом я сделаю обзор на этот выжигатель, тоже можете посмотреть. Подписывайтесь на наш канал, и чтобы не пропустить этот вот обзор. Этого обзора еще на нашем канале нету. Вот. И делаю контактные сварочные клещи, контактные сварки, да, разные машины контактной сварки, то есть с разным вылетом клещей, кому какие нужно, то есть на любой вкус, кому для какой работы нужен, разной мощности. Вот. То есть с педалью, да, как станок выглядит. Так, регруверы, то есть для нарезания в покрышках протектора. Вот, также. То есть, ну, многое, что мы делаем, можете перейти, посмотреть на нашем канале, в нашей группе ВКонтакте. Дымогенераторы, нагнетатели дыма для дымогенераторов. Вот. Все, если что, все наши ссылки будут внизу в описании под видео. Здесь вот в конце видео будет у нас с левой стороны ссылочки на другие выжигатели. Можете перейти посмотреть. Вот. Также на нашем канале другие вещи можете посмотреть. Какие-то обзоры на другие инструменты, которые я покупаю где-то в Китае или еще где-то в других магазинах. Да? Тоже делаю обзоры. Также будет у меня видео по чему-то изготовлению своими руками. Да? Вот. Тоже будет такие ролики у меня на канале. Не пропустите, подписывайтесь. Вот. И здесь будет вот с правой стороны кружок. Можете на него нажать в конце ролика и подписаться на наш канал. Все. Всем пока. До новых встреч.